Это телеканал «Питание, здоровье, домашнее похудение». С вами, как всегда, Юнова Натали. Дорогие мои зрители, я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы с вами начинаем рассматривать диетические столы по Пезнеру и начнем по порядку. В этой программе мы рассмотрим диета-стол номер 1. Стол номер 1 предусматривает 4 приема пищи в день и назначается на срок не менее 2-3 месяцев. Показаниями к соблюдению стола номер 1 являются язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения, острый и хронический гастрит с нормальной либо повышенной кислотностью и гастроэзофагеальный рефлюкс. Давайте с вами вместе более подробно рассмотрим таблицу продуктов для диеты номер 1 по Певзнеру, какие продукты можно, а какие нельзя. Сначала рассмотрим мучные изделия для диеты 1 по Певзнеру. Что разрешено? Это вчерашний хлеб, пшеничные сухари и галетное печенье. Под запретом для диеты номер 1 это свежий хлеб, ржаной хлеб, всевозможные блины, жареные и печеные пирожки, вареники и пицца. Теперь рассмотрим крупы. Разрешается при диете номер 1 гречневая, овсяная, манная, рисовая каши, которые являются протертыми, полувязкими и сваренными на воде. Также разрешается кушать всевозможные суфле, пудинги и запеканки. Запрещенные крупы – это пшено, перловая крупа, кукурузная и все виды бобовых. Что касается мяса для стола номер 1, разрешена говядина, кролик, курица, телятина, протертые либо рубленые, либо в виде котлет, в отварном либо паровом виде. Строго-настрого запрещены для диеты номер 1 такие виды мяса, как баранина, свинина, такая птица, как гусь, утка, субпродукты, печень, копченое мясо, всевозможные колбасы и все виды консерв, включая овощные. Теперь для диеты номер 1 давайте рассмотрим рыбные продукты. Это должна быть нежирная отварная рыба в виде суфле, в виде котлет, либо куском. Такие виды рыб, как судак, треска, окунь, щука. Строго-настрого запрещена жирная, жареная, копченая, соленая рыба, икра и всевозможные морепродукты. Что касается супов для стола номер 1, это должны быть овощные супы, вегетарианские, либо слизистые супы из круп, например, овсяный супчик, либо рисовый. Категорически запрещены для первого стола супы на мясном и рыбном бульоне, окрошка, зеленый борщ и всевозможные свекольники-борщи. А вот что касается яиц для первой диеты, то разрешено один раз в день омлет белковый паровой из 1-2 яиц. Что касается желтка, только половинку от одного куриного яйца. При диете номер 1 категорически запрещены жареные яйца, либо яйца, сваренные вкрутую. Что касается молочных продуктов, то возможно добавление нежирного молока в какое-либо блюдо, творог должен быть свежеприготовленный, не кислый, возможно кушать паровые пудинги, нежирные йогурты и нежирный неострый сыр. При диете номер 1 запрещены всевозможные сливки, мороженое, сметана, майонез, жирный и кислый творог, а также творог жирный и соленый. Кушать нужно блюдо в полужидком или желеобразном виде, пища должна быть теплой, следует отказаться от жарки и ограничить потребление соли. А теперь по этой диете я вам хочу подсказать примерное меню на неделю. День 1. На завтрак вы можете поесть рисовую кашу с медом, 1 яйцо в смятку и какой-то нежирный йогурт. На второй завтрак, к примеру, вы можете съесть фруктовое пюре из груши и яблок. В обед вы можете поесть салат из моркови с черносливом и какой-то овощной суп-пюре. На полдник вы можете выпить любой ягодный кисель, желательно, чтобы он был домашнего приготовления. А на ужин, чтобы испытывать чувство сытости до следующего утра, съешьте отварную говядину. День 2. На завтрак вкусная творожная запеканка. На второй завтрак мы выпиваем отвар шиповника и 1-2 диетических хлебца. На обед у нас будут паровые котлеты из индейки и гречка, которая варилась на воде. Пополдничаем мы с вами тушеной цветной капустой. На ужин у нас с вами будет суп молочный с вермишелью и очень вкусный салат из яблок и моркови. Кстати, рецепт можете у меня посмотреть. День 3. На завтрак у нас с вами макароны с сыром, но не забывайте, что сыр у нас должен быть не соленый, не острый и не жирный. На второй завтрак у нас с вами запеченные яблоки, можно с медом, а можно с сахаром. На обед овощной суп-пюре, допустим, с брокколи. На полдник выпиваем ягодный кисель. На ужин вы можете позволить себе съесть запеченный картофель и какой-то овощной салат. Кстати, способы приготовления диетического картофеля вы тоже можете найти у меня в рецептах.
День 4. На завтрак мы кушаем манный пудинг и выпиваем чай с молоком. На второй завтрак готовим фруктовое пюре с бананом. На обед у нас с вами будут паровые котлеты из курицы с овощами и ягодный компот. На полдник мы с вами съедим творог и выпьем компот из сухофруктов. На ужин вы можете съесть запеченные овощи с сыром. Сыр, например, адыгейский. 5-й день диеты. На завтрак сухарик из белого хлеба и кусочек сыра. На второй завтрак пудинг творожный с ягодами. На обед нежное рыбное суфле с любой зеленью. На полдник простокваша 2,5% жирности и печенье галеты. На ужин кусочек отварной курицы с картофельным пюре, либо просто с отварным картофелем. 6-й день диеты. На завтрак мы съедаем хлебцы с сыром и творог с курагой и черносливом. На второй завтрак запеченные яблоки. На обед паровые рыбные котлеты, запеченный картофель и компот. На полдник у нас овощная смесь, сваренная либо в пароварке, либо просто отварная. Во время ужина вы можете съесть белковый омлет на пару. Последний 7-й день диеты. На завтрак яйцо в смятку и молочный коктейль с бананом. На второй завтрак съедаем баночку нежирного йогурта. На обед паровые котлеты из говядины с макаронами. На полдник запеченная тыква. А на ужин у нас тушеная говядина и овощи. У многих зрителей часто возникают вопросы: диета Натали — это все хорошо, а какую порцию и сколько чего нам накладывать? Даю вам подсказку на мое видео. Это был телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». А с вами, как всегда, была Юнова Натали. Если понравилась передача, оцените работу и поставьте лайки. Если что-то не понравилось, ставьте дизлайки и в комментариях напишите почему. А я с вами прощаюсь и до новых встреч на моем канале. Пока-пока!